Приветствую вас на канале Панцергренадера. В этом видео я расскажу вам 12 малоизвестных фактов из военной биографии Эрвина Роммеля, прозванного англичанами Лисом пустыни. Итак, поехали. Факт первый. Во время Первой мировой войны, когда Роммель еще был обер-лейтенантом и командовал горно-стрелковой ротой, он на несколько часов попал в итальянский плен. В своей книге военный корреспондент Луц Кох пишет: идущий напролом Роммель даже умудрился попасть в плен, когда в горячке рукопашного боя преследовал отступавшего врага и далеко оторвался от своих солдат. Удача не покинула его. Очень скоро ему удалось совершить побег и вернуться в расположение германских войск. В 1941 году, во время африканской кампании, Роммель чуть было не попал в плен к англичанам. После неудачного рейда на позиции неприятеля в районе Бук-Бука и последующего отступления, броневик Лиса пустыни застрял на нейтральной полосе из-за пробитого колеса. Вот как описывает этот эпизод в своей книге адъютант Роммеля Вернер Шмидт. Радист словно прирос к своему креслу. Он сообщил, что британцы идут по пятам нашей колонны. Он различал позывные бронетехники противника в непосредственной близости от нас, так что для нас было бы смерти подобно вызывать помощь по радио. Наши войска уже приближались к своим прежним позициям. Никто и подумать не мог, что мы застряли одни в пустыне. Радиосообщение вывело бы британцев прямо на нас. Мы взмокли, возясь с этим колесом. Пот лил с нас градом. Пока я работал, Роммель держал надо мною свой карманный фонарик. Я взглянул на часы. До рассвета оставалось 2 часа. Пленение Роммеля могло бы стать жирным кушем для Уэйвелла, главнокомандующего британскими войсками. Наконец колесо было починено. Мы запрыгнули в Мамонт, Роммель сел за руль и на большой скорости повел этот огромный грузовик домой. Факт второй. Эрвин Роммель стал самым молодым генерал-фельдмаршалом, сделав самую стремительную военную карьеру в Третьем рейхе. Всего за 5 лет он прошел путь от полковника до фельдмаршала. Факт третий. Эрвин Роммель был низкого роста, всего 168 сантиметров. Такого же роста был Наполеон Бонапарт. Факт четвертый. Лис пустыни лично вел разведку и корректировал маршруты движения своих моторизованных колонн в Африке, летая на разведывательном самолете Физелер-Шторхе. При необходимости он приземлялся, отдавал приказы подчиненным и вновь поднимался в небо. Вот как описывает один из таких эпизодов адъютант Роммеля Вернер Шмидт. Взлетно-посадочная полоса в Микеле была усыпана обломками разбитых самолетов. С короткими интервалами британские машины делали заход, чтобы снова атаковать ее. В разгар одного из налетов на нее приземлился наш Физелер-Шторх. Из него выскочил радостно улыбающийся Роммель, только что прилетевший с личной разведки обстановки в пустыне. Камераден. Я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер». Факт пятый. Эрвин Роммель был первым из военнослужащих сухопутных войск, кто получил мечи к рыцарскому кресту с дубовыми листьями, самому престижному боевому ордену Рейха. Позднее он также стал первым обладателем бриллиантов к рыцарскому кресту среди военнослужащих сухопутных войск. То есть до него эти престижные степени получали только асы Люфтваффе, но ни один из сухопутных генералов, офицеров или рядовых солдат. В этом Лис пустыни был первопроходцем. Если вам интересно узнать подробнее о рыцарском кресте и его обладателях, рекомендую посмотреть на моем канале 2 видео о высших боевых наградах Рейха. На мой взгляд, это лучшие ролики, которые я выпустил. Факт шестой. Роммель был обладателем знака за ранение в золоте. Эту редкую и престижную награду
вручали за 5 или более ранений, а также за серьезные травмы, такие как полная потеря зрения или повреждение опорно-двигательного аппарата. Суммарно, за 2 мировые войны Роммель был ранен 6 раз, последний из них произошел 17 июля 1944 года в районе городка Ливарро, когда британский штурмовик на бреющем полете расстрелял машину фельдмаршала. Лис пустыни получил сильнейший удар в левый висок и потерял сознание. Позже выяснилось, что у него был перелом основания черепа, 2 перелома височной кости, осколочный перелом скуловой кости, повреждение глазного яблока и сотрясение мозга. Факт 7. Эрвин Роммель считается создателем привычной всем топографической системы координат, которой сейчас пользуется каждый автомобилист. Задача системы состояла в том, чтобы избавить командиров экипажей от необходимости указывать по рации место своего перебывания с помощью географических ориентиров, то есть сверяться с компасом или делать привязку к разрушаемым и ненадежным в условиях войны объектам. Вместо параллелей и меридианов карты Роммеля содержали буквы и цифры на полях. Сама же карта разбивалась на квадраты, как в шахматах. Каждому присваивался код А1, Б2 и так далее. Вот что пишет об этом Луц Кох. Роммель лично разработал принципиально новую топографическую систему привязки и целеуказания для своей дивизии. Она позволяла танкистам быстро сориентироваться на местности и с помощью кода доложить командованию о своем местонахождении. Простота, надежность и оперативность топографической системы Роммеля привели ее к повсеместному распространению в вермахте. Факт 8. В 1938 году Эрвин Роммель служил при штаб-квартире Адольфа Гитлера, а с августа 1939 года по февраль 1940 года он командовал батальоном охраны фюрера. Вот как сам Роммель описывает свое знакомство с Гитлером. «Я был мелкой сошкой, нечто вроде коменданта лагеря. Это означало, что я отвечал за транспорт, меры безопасности и другие скучные организационные материи. И вот, в день партии, очень хлопотный день, я получил приказ от Гитлера о том, что он хочет уехать на следующее утро в сопровождении 6 машин, не более. Я должен был сделать так, чтобы к этому кортежу ни при каких условиях не присоединилась ни одна машина. Когда наступило утро, и Гитлер собрался уезжать, я увидел, что площадь перед штаб-квартирой запружена автомобилями, в которых сидели министры, генералы, гауляйтеры и другие птицы высокого полета. Но я был готов к этому. Когда автомобиль, в котором сидел Гитлер, уехал, я пропустил 5 машин, потом встал на дороге и загородил путь 6-й. Она остановилась, и я передал ее пассажиру приказ Гитлера. Как же он разорался в ответ! Он вопил, что какой-то паршивый подполковник мешает ему, высокопоставленному лицу из окружения Гитлера, выполнять свои обязанности. Надутый осел! Перед тем, как уступить ему дорогу, я спокойно объяснил. Я не могу запретить вам следовать дальше, но предупреждаю, что на 3 ближайших перекрестках вас остановят 2 танка. Тут его просто затрясло от ярости. «Неслыханная наглость!» — проревел он. «Обещаю вам, что доложу об этом случае самому Гитлеру, господин подполковник». На всех 3 улочках, пересекавших эту дорогу, я поставил по 2 танка, один слева, другой справа от перекрестка, велев им пропустить первые 6 машин из кортежа Гитлера, а всем остальным перегородить путь. Гитлер об этом узнал. Несомненно, ему доложили разъяренные сановники, которые снова и снова пытались проскочить эти перекрестки, но всякий раз натыкались на танки. Гитлер в тот же вечер вызвал меня и вместо выговора выразил мне свою благодарность. Он не ожидал, что его приказ будет выполнен дословно и что ему удастся уехать без помех. После этой встречи меня стали часто приглашать на вечерние беседы за столом Гитлера, где он разговаривал со мной о моей книге «Пехота атакует», которую я написал после Первой мировой войны и которую он прочел с большим вниманием. После этого он, по-видимому, решил, что я толковый парень. Факт 9. Если в 1941 году осада Тобрука, самой мощной крепости в Африке, длилась 7,5 месяцев и была безрезультативной, то в 1942 году город был взят штурмом всего за 1 сутки.
Именно этот момент стал апогеем военной карьеры Лиса Пустыни, за что 22 июня он получил звание генерал-фельдмаршала. Факт 10. Эрвин Роммель служил в одном полку с Фридрихом Паульсом. Будущие фельдмаршалы в 1928-29 годах командовали пулеметной и стрелковой ротой соответственно. Их подразделения входили в состав 13-го пехотного полка. Позже им было суждено еще раз пересечься по военной службе. В апреле 1941 года Паулюс был направлен в Северную Африку в качестве представителя Генерального штаба Вермахта для инспектирования состояния войск Африканского корпуса на Тобрукском фронте. Кстати, если вам интересна информация о немецких генералах, рекомендую посмотреть на моем канале отдельный ролик о малоизвестном противостоянии Гудериана и Манштейна. Факт 11. Эрвин Роммель мог погибнуть в авиакатастрофе в январе 1942 года. Вот как этот эпизод описывает в своей книге Луц Кох. Приземление курьерского самолета Роммеля на маленькой взлетно-посадочной полосе ставки фюрера под Летцен-Ростенбургом едва не закончилось авиакатастрофой. Пилот посадил скоростной самолет не на ту полосу и в последнее мгновение свернул на боковую рулежную дорожку. Он укротил машину в нескольких метрах от забора перед глубоким оврагом. Прокатись самолет еще немного, и вся эта история закончилась бы трагически. На этом же самом месте, при посадке на аэродром Волчьего Логова, незадолго до этого погиб министр вооружения Фриц Тот. Факт 12. Эрвин Роммель в 1943 году мог стать главнокомандующим немецкими войсками в Италии вместо Альберта Кессельринга. Во время совещания в Волчьем Логове Гитлер продемонстрировал Роммелю соответствующий приказ, и фельдмаршал, полный уверенности в своем назначении, улетел обратно. Однако после более многообещающего и оптимистичного доклада Кессельринга Гитлер передумал и отдал предпочтение ему. Напоследок расскажу вам немалоизвестный факт, а историю появления у Лиса Пустыни знаменитых защитных очков из воспоминаний адъютанта Роммеля Вернера Шмидта. После короткой беседы с пленными британскими генералами Роммель с большим интересом осмотрел машины. Он наблюдал, как из грузовиков выносили британское оборудование. Среди выгружаемых вещей он заметил пару огромных защитных очков. Они ему понравились. Он улыбнулся и сказал: «Брать добычу разрешается даже генералу. Я возьму эти очки себе». И он водрузил эти очки поверх козырька своей фуражки с золотым кантом. С тех пор эти очки стали главной приметой Лиса Пустыни. Если вам понравилось это видео, и вы хотите, чтобы я выпустил вторую серию про Роммеля, в которой будут разобраны все хитрости, трюки и тактические уловки Лиса Пустыни, тогда поставьте лайк этому видео и напишите 2-3 осмысленных комментария. Спасибо за внимание.